Если вы, таргетологи, настраиваете рекламу для своих клиентов, или, может быть, вы владелец бизнеса и запускаете рекламу своего бизнеса, то самая больная тема – это креативы, рекламные креативы, то есть как должен выглядеть макет, что на нем нужно написать для того, чтобы это запустить в рекламу через Ads Manager. В этом видео я хочу вам показать, как ассистенты, мои ассистенты, которых я специально создала, как раз они помогают в создании рекламных креативов буквально за минуты. Этих ассистентов я даю ученикам своего курса «Продающие макеты с помощью искусственного интеллекта». В этом курсе 22 урока, поэтому это шикарная возможность просто закрыть вопрос создания рекламных креативов с помощью искусственного интеллекта, понять, какие есть возможности и перспективы. Ссылку на этот курс я оставляю под этим видео. А сейчас давайте же посмотрим, как с помощью ассистентов можно быстро создавать рекламные креативы. Первый мой ассистент, он быстро пишет тезисы для рекламы. То есть вам не нужно давать какие-то задачи ему, что-то просить, чат GPT, там вот напиши то или то, а мне нужно то. То есть этот ассистент, он уже вас спрашивает, вы ему просто даете входные данные, и он быстро вам выдает текст, который нужно будет разместить на макете. То есть вот смотрите, например, нажимаю я «Начало работы», и он сразу меня спрашивает, какую услугу или товар я хочу продавать. Ну, например, я хочу продавать недвижимость в Дубае. Нажимаю Enter. И вот за мгновение у меня сразу есть оффер и сразу есть призыв к действию. То есть особенность макета для рекламы в том, что там есть какое-то специальное предложение и есть призыв. То есть вам не нужно что-то думать, вот уже, пожалуйста, все готово. Как же создать изображение? Для этого есть второй мой ассистент, и ссылки на этих ассистентов я даю именно ученикам моего курса «Продающие макеты с помощью искусственного интеллекта». То есть я беру, например, копирую тот тезис, который мне больше всего понравился. Так, ну, например, инвестируйте в недвижимость в Дубае с высокой доходностью. Вот, например, я копирую. И здесь я захожу во второго своего ассистента, нажимаю «Начало работы» и просто ему вот сейчас буду вставлять. В какой нише, то есть я ему сразу дам вот эти вот тезисы, которые у меня здесь получились. Так, оставьте заявку, узнайте подробности прямо сейчас. Ну вот, например, оставьте заявку и получите консультацию. То есть вот мне, например, понравились эти два варианта. И во второго ассистента я вставляю просто два предложения, которые я не придумывала. То есть просто беру, нажимаю и ему отправляю. И, соответственно, он уже мне сам, то есть мне не надо его спрашивать, его обучать или еще что-то. Он просто сам говорит, вы хотите, чтобы в креативе там реальный объект был или просто там премиальный дизайн. Ну, допустим, у меня нету фотографии. То есть вот представим, у меня нет никакой фотографии, просто пусть будет премиальный. Ну, в принципе, шикарно, да? Я хочу макет для ленты. Просто ему пишу 1 к 1 и все. То есть, смотрите, вообще минимум действия и вот очень быстро все будет. То есть, предлагает он мне такую структуру. В принципе, если вы хотите что-то исправить, вы можете мне написать «Исправить». И я вот просто согласна на его предложение, я хочу вот такой вот готовый визуал. И вот все готово. То есть, вот готовый макет, который можно уже использовать в рекламе. Главное перепроверить, чтобы не было ошибок именно в тексте. Ну, если есть какая-то ошибка, недочет, то это можно все откорректировать. Это один из вариантов. И этот вариант работает также, если у вас есть какой-то товар. Например, я хочу какой-то товар прорекламировать. Нажимаю «Начало работы» и, допустим, у меня будет реклама сумки. Например, напишу, что это брендовая. Брендовая Gucci. Вот давайте, например, премиальное качество, безупречный стиль или создано для тех, кто ценит роскошь и комфорт. Ну, например, я беру вот этот тезис и, соответственно, здесь я нажимаю «Начало работы». Сюда я загружаю свою фотографию. Так. И добавляю просто текст. Напишем, что я хочу, чтобы выглядело дорого. То есть вообще просто одно предложение. Я считаю, что это вообще шикарный ассистент, который может помогать настраивать рекламу. Так, да, все подходит.
То есть вот я не хочу ничего менять, да, но вы можете, соответственно, внести какие-то корректировки. И сейчас мы, соответственно, получим уже результат с товаром. Также эти ассистенты могут помочь и создать макеты для какого-то эксперта. То есть, например, загрузить еще какую-то фотографию. И на курсе «Продающие макеты с помощью искусственного интеллекта» я рассказываю, как можно еще создавать макеты, то есть не только с помощью ассистентов чата GPT, но и с помощью других нейросетей. То есть где можно создавать, где можно редактировать, как наносить отдельно текст. То есть вот прям такой полноценный курс для того, чтобы вы могли охватить максимум возможностей искусственного интеллекта. И вот, смотрите, еще один макет у нас готов. Просто шикарно, как бы заменился фон, если учитывать, что у меня исходная фотография была просто на белом фоне, то есть вот абсолютно не привлекательная для рекламы. Ну, соответственно, с помощью искусственного интеллекта можно и увеличивать размер сумки, например, там человек маленький, сумка огромная. То есть искусственный интеллект, он вообще раскрывает огромные возможности для того, чтобы реклама, она цепляла глаз, для того, чтобы человек не просто пролистнул сторис или ленту, а для того, чтобы зацепилось его внимание, потому что можно создавать реально и красивые фоны, и креативные вообще фотографии в стиле гиперреализм. Поэтому, если вы хотите прокачать свой навык создания макетов с помощью искусственного интеллекта, то покупайте прямо сейчас курс, и обучение вы начинаете сразу после того, как пройдет оплата. В описании я добавила ссылку, стоимость обучения и краткую информацию, чтобы вы понимали, чему вы сможете научиться.